Всем привет, дорогие друзья! Сегодня готовлю настоящую рульку по-баварски. Сочную, ароматную, с идеальной румяной корочкой, как в лучших немецких ресторанах. Секрет классического вкуса прост. Сначала рулька томится в ароматном маринаде с темным пивом, специями и овощами, а затем запекается на высокой температуре до золотистой корочки. Мясо получается нежным, оно само отходит от косточки, а кожа самая вкусная, ароматная и румяная. Тушеная капуста – идеальный гарнир. Это так по-немецки. Она прекрасно подходит к рульке. Нежная, сладковатая, с легкой кислинкой. Это блюдо просто идеально как для праздничного стола, так и для семейного ужина. Обязательно попробуйте. Результат потрясающий. Для рецепта мне понадобится отправляю в кастрюлю голяшку. Конечно, предварительно ее надо хорошо почистить и помыть, удалить все волоски. Также в кастрюлю добавляю вот такие две небольшие луковицы. С головки чеснока я удалила верхнюю шелуху, хорошо помыла и разрежу пополам. Добавляю в кастрюлю. Разрезаю морковь. Добавляю специи. Здесь у меня лавровый листик, 4 штучки такие небольшие, кориандр, анис, пару звездочек и также 4 почки гвоздики и черный перец с горошком. Также добавляю немного горошин душистого перца. И у меня здесь вот такой один небольшой сушеный стручок перца чили. Он сухой и, как видите, целый. Он не даст сильную остроту, но даст вкус. Также буду добавлять смесь итальянских трав. Примерно 1 чайную ложку. Чайную ложку семян кумина. Наливаю воду. И, конечно, один из самых главных ингредиентов – это темное баварское пиво. Я наливаю 500 мл пива. Добавляю еще столовую ложку соли и отправляю кастрюлю на плиту. Как шипит пиво и какой аромат стоит, великолепный. Кстати, очень часто голяшку оставляют еще вот в таком маринаде постоять целую ночь, а на следующий день уже отваривают голяшку в бульоне. Но если нет времени, можно сразу, в принципе, начинать варить голяшку в этом бульоне-маринаде. В зависимости от размера голяшки варим ее 2-2,5 часа до мягкости. Для рецепта я использую кастрюлю на 4 литра. И у меня вся рулька погружена в этот бульон. Аромат, конечно, стоит просто потрясающий. Уже все начинает кипеть. Огонь можно сделать чуть тише. Пену с бульона можно снять. На гарнир к рульке я буду подавать тушеную капусту. И для ее приготовления мне понадобится нашинкую капусту. Шинкую капусту достаточно тонко. У меня качан капусты весом примерно 1 килограмм. Но если отбросить кочерышки, чистым весом капусты я буду использовать примерно граммов 800. Перекладываю капусту в миску. Добавляю соль и слегка помну капусту, чтобы она пустила сок. Так капуста будет готовиться быстрее. Средними кусочками режу чеснок. У меня 3 небольших зубчика. Лук режу полукольцами. Морковь натираю на крупной терке. И также на крупной терке натираю 2 средних яблока. Лучше всего использовать кислые яблоки. Ставлю разогреваться сковородку. Наливаю растительное масло и добавляю сливочное. Растапливаю его. И в первую очередь отправляю обжариваться лук и чеснок. Благодаря сливочному маслу вкус у капусты будет просто великолепный, такой сливочный, очень вкусный. Обжариваю лук до прозрачности и легкого золотистого цвета. Добавляю в сковородку морковь и яблоко. Обжариваю примерно 2-3 минуты. Добавляю капусту. Огонь делаю тише, все перемешиваю.
Сейчас уже капусту будем тушить. Добавлю специи. Я буду использовать сушеный укроп, примерно четверть чайной ложки, и столько же зерен кориандра. Немного их измельчу в ступке. Всыпаю в сковородку. Также добавлю немного смеси итальянских трав, примерно 1 чайную ложку. По вкусу черный перец, столовую ложку яблочного уксуса, по вкусу сахар, 1 или 2 чайные ложки. Добавляю сначала 1. И немного соли, так как я уже солила предварительно капусту. Перемешиваю. Также волью немного воды. Накрываю крышкой и на небольшом огне буду тушить примерно минут 25-30 до мягкости капусты. Конечно, периодически все перемешиваем, чтобы ничего не подгорело. Обязательно пробуйте капусту на вкус, чтобы хватало соли и других специй. Я добавляю еще немного соли. Кстати, очень часто в Германии готовят такую капусту красную. Она тоже получается очень вкусная. У меня на канале есть такой рецепт с красной капустой. Обязательно заходите и посмотрите. Я оставлю ссылку под видео в описании. И, конечно, такая капуста – это идеальный гарнир к рульке, к колбаскам. Это очень вкусно. У меня яблоки оказались не такие кисленькие, как хотелось бы, поэтому я добавлю еще 1 столовую ложку яблочного уксуса. И добавлю еще немного водички. Капуста у меня уже фактически полностью готова. Еще буквально пару минут и все, можно снимать с плиты. По желанию в капусту можно добавить немного зелени. Я добавлю укроп. Капуста готова. Лишняя влага выпарилась. И капуста мягкая, очень вкусная и ароматная. Снимаю ее с плиты. Голяшка у меня уже отварилась. Мясо полностью готово. Самое главное тоже не переварить мясо, чтобы оно не расползалось. Кастрюлю я выключаю. И, кстати, еще до того, как у меня все приготовилось, я достала перец. Где-то через час после того, как бульон варился. Чтобы, конечно, не было слишком остро. Я подготовила вот такую форму. Выстелила ее фольгой просто чисто для того, чтобы потом не мыть. И сверху установила решетку. Если у вас нет такой формы с решеткой, можно просто выложить голяшку в форму. Ничего в этом страшного нет. Аккуратно достаю голяшку из кастрюли. Посмотрите, как она у меня хорошо отварилась. Такая очень красивая. Я голяшку не пытаюсь сейчас уложить. Я ее хочу именно вот таким образом поставить, чтобы она как бы запеклась, кожица со всех сторон. Красавица, да? И теперь я подготовлю глазурь. Наливаю в пиалу немного бульона, примерно 3 столовые ложки. У меня такой черпачок небольшой. Добавляю столовую ложку горчицы дижонской, столовую ложку меда, и добавляю 3 столовые ложки соевого соуса. Хорошо все перемешиваю. И теперь этой глазурью хорошо смазываю всю голяшку. Она, пока я делала глазурь, подсохла. И она сейчас очень хорошо покроется глазурью. Духовку я заранее включила разогреваться на 200 градусов. И сейчас мясо я отправляю запекаться в хорошо разогретую до 200 градусов духовку примерно на 30 минут. При этом я еще 2 раза буду смазывать голяшку глазурью. Рульку я достала из духовки. Вы только посмотрите, какая красавица получилась. Здесь я немного прикрывала фольгой, чтобы мясо не подгорело. Я хотела, чтобы хорошо карамелизировалась кожа. Вот такая красавица. Конечно, сразу горячую подаем к столу. На гарнир к моей рульке я подаю тушеную капусту. Это так по-немецки, так вкусно. Эта рулька по-баварски получилась просто великолепная. Я очень рекомендую приготовить ее и именно с тушеной капустой. Это так вкусно. А я желаю всем приятного просмотра и приятного аппетита. Если видео вам понравилось, поставьте ему лайк, напишите комментарий и подпишитесь на мой канал, чтобы не пропустить новые интересные рецепты. Всем пока!